Канал Империя представляет. Жил-был султан. Однажды, прогуливаясь по невольничьему рынку, его внимание привлекла очень красивая девушка, которая сидела как птица в клетке. В животе у султана залетали бабочки, и он понял, что влюблен с первого взгляда. Он купил эту наложницу, привел во дворец и одарил богатствами. Но несмотря на все его старания, девушка с каждым днем увядала, как осенний лист. В конце концов она совсем заболела и слегла. Султан призвал лучших докторов, но все их усилия прошли даром. Наложнице ничего не помогало. Султан же тем временем без устали молился и просил у Аллаха лишь об одном, чтобы эта прекрасная девушка, в которую он безумно влюблен, выздоровела. Однажды ночью ему приснился сон, в котором он услышал голос Бога. Тот ему сказал, что скоро приедет врач. Увидев его лицо, султан сразу поймет, что именно он вылечит бедную девушку. Прошло немного времени, и в дверь его покоев постучали. Стража сообщила, что прибыл некий доктор, который хочет немедленно видеть султана. Увидев врача, падишах сразу узнал его. Он отвел лекаря к девушке, и тот попросил оставить их наедине. Разговаривая с больной наложницей, доктор сразу заподозрил, что причина болезни не физическая. У этой прекрасной леди болела душа. Тогда он вызвал ее на откровенный разговор, а та поведала ему, что ее похитили из дома, но там, в далекой глубинке, у нее остался любимый мужчина, за которого она должна была выйти замуж. Доктор внимательно выслушал девушку и решил ей помочь. Осторожно вечером он долго объяснял султану причину болезни наложницы. Наутро султан отдал приказ привести во дворец этого юношу. Все думали, что бедного парня немедленно казнят. Но этого не случилось. Когда юноша прибыл во дворец, то девушке сообщили, что султан отпускает ее к любимому. Суть этой османской истории заключается в том, что как бы ты высоко не поднялся над другими людьми и какого бы высокого положения не достиг, всегда помни, что высота эта может быть незаслуженной. И если ты не докажешь, что находишься на своем месте своими делами и поступками, то Бог обязательно опустит тебя на землю в один прекрасный момент. Но может случиться и так, что земля та окажется выше того места, на которое тебя опустит Господь. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю и то, что остается за кадром наших видео.